Я вас приветствую, и вы, наверное, думаете, что я совсем чокнулся, раз решил сделать обзор фильма She Freak 1967 года. Но нет, на самом деле я вспомнил, что как-то давно у меня на канале не было подростковых антиутопий, или просто подростковых фантастических фильмов. Игра в лифте не в счет, Темная жатва тоже, и Нелюди тоже. Это хорроры, поэтому надо бы заполнить образовавшуюся пустоту. Тем более, что тут такая вкуснятина нарисовалась, буквально деликатес. И это фильм «Уродина» от всеми любимого Netflix, срежиссированный небезызвестным Мак Джи, который снял лучшую часть Терминатора, из последних трех имеется в виду. Еще это экранизация какой-то там книги, очевидно бестселлера, иначе кому бы пришло в голову это снимать. Главные же роли тут исполнили Джои Кинг, которую вы можете помнить по Слендермену, и Бриэн Джу из «Нелюдей». И в целом этого достаточно для вступления, давайте скорее окунемся в очередной антиутопичный мирок, где все не так гладко, как кажется. Поэтому представьте себе мир, который после исчерпания природных ресурсов накрыло волной беспорядков и войн. Сделать это будет несложно, потому что это такая же заезженная тема, как мем «Это норка». Но лучшие ученые смогли придумать новый возобновляемый источник энергии – генетически модифицированный цветок орхидея белый тигр. Это трифит. Что? Трифит. Это удивительное растение украшает поля в окрестностях города и снабжает его энергией. Каким образом? Вас ебать не должно. Это не моя прихоть, а позиция фильма. Но нового источника энергии было мало, потому что люди оставались людьми. Различия между людьми порождали деление на классы, общины, страны. Даже страны? Чё, реально? Может быть, они еще и туалеты начали без этой прорези делать? Человечество забыло о единстве. А раньше помнили, ну? Но и этому нашлось решение. Усовершенствование людей. Каждый в день своего 16-летия ложится на операцию и становится лучшей версией себя. После чего они такие: Чеверс. 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 Ведь в обществе совершенных людей нет места конфликтам. Да. Им дарует идеальное здоровье, счастливую жизнь, красоту. И каждый день показывают салюты, причем, судя по фильму, в прямом смысле. И понятное дело, события фильма развернутся в будущем, спустя 200 лет с тех времен, когда человечество увязло в самоубийственных конфликтах за иссякающие ресурсы. Теперь условное человечество живет в городе, который поделен рекой на два района. Привет, механическое пианино. Правда, там было 3 района, но и тут 3 фракции. На одном берегу реки живут и учатся те, кто еще не достиг 16 лет, так называемые уродины. А на другом – Москва-Сити, где живут и каждый день веселятся под салютами уже улучшенные версии людей. Такое вот идеальное общество будущего, без сегрегации и дискриминации. Хотя справедливости ради стоит сказать, что как будто бы ни те, ни другие нигде не работают. Одни постоянно веселятся и с восхищением любуются в зеркало, другие смотрятся в зеркало с отвращением и учатся. Непонятно, правда, на кого и зачем, если из всех возможных профессий тут показаны только охранники. Дикси. Ну или сотрудники службы безопасности. Дикси. Которых, впрочем, толком не показывают, потому что они постоянно летают на гравицапах. Ну а третья фракция – некий дым, повстанческая организация, партизаны, неуловимые мстители. Кстати, а ведь в мире кораблей как раз коллаборация с Мосфильмом и фильмом «Неуловимые мстители». Ведь только здесь вы можете окунуться в мир морских сражений и хорошенько расслабиться с помощью сотен боевых кораблей, каждый из которых воссоздан с любовью к детализации. Все здесь отлично, графика, звук, мега реалистичная вода, после которой море в Сочи кажется уже не таким реальным, и красивейшие локации с отличной оптимизацией, позволяющие играть в мир кораблей на любом компьютере. Что еще нужно для счастья? Инвайт-код SuperStart 2024, который даст вам кучу гостинцев аж на 16 тысяч рублей и возможность начать свой путь командира более эффектно. Кстати, не хотите, братцы, навалять бурнашам? Тогда не забудьте поучаствовать в активности «Неуловимые мстители» в рамках коллаборации с Мосфильмом. Культовые герои ждут вас с крутыми талантами для буста кораблей, а за прохождение боевых задач можно забрать Яшку Цыгана себе в команду. Новички получат его просто за регистрацию с инвайт-кодом SuperStart 2024. Так что самое время использовать инвайт-код и участвовать в активностях с бонусами на 16 тысяч рублей. Ссылка в описании. Повествование же будет вестись от лица девочки Телли,
которой вот-вот исполнится 16. Ну а пока она... Уродина. Такая же уродина, как Хлоя Грейс Морец на роли Кэрри. Тем не менее, она примеряет на себя фильтр красоты, который делает из нее Анну Хилькевич, хотя как будто бы должна была получиться тюнингованная версия Ксении Бородиной, но не суть. Живет Телли, как и все уродины, в общаге, в индивидуальной комнате, где есть шконка, стол, 2 стула и панорамное окно с великолепным видом. То есть ей с видом из окна повезло куда больше, чем красавцам, которые вынуждены смотреть в окно на это уныние. У Телли есть лучший друг, с которым она как раз должна встретиться на крыше, куда она взбирается по стене. Но несмотря на это, ее друг не Майкл Фассбендер или Дэвид Белли. Нет, они уже староваты даже для 25-летней Джои Кинг. Ее друг некий 16-летний Пэрис в исполнении 32-летнего ноунейма Чейза Стоукса. То есть при желании можно было бы и Фассбендера на его роль притянуть. Так или иначе, уже завтра Пэрис отправится на операцию, поэтому они в последний раз вместе любуются видами города. Что за вечеринка? Похоже, в стиле казино. Ёбаный рот этого казино, блядь. Вот это веселье. Это Коачелла косплей. К слову, знакомы они с детства. И настолько их дружба крепка, что они буквально скрепили ее кровью. Друзья навеки. А еще тогда же в детстве они придумали себе прозвища, исходя из недостатков во внешности. Я Пэрис, но все зовут меня Шнобель. Косоглазка. Косоглазка. Мне нравится. Хотя я бы поменял их местами. Ну посмотрите сами и скажите, кто действительно косоглазка? Правильно, специалист по кастингу. А вообще, судя по тому, сколько раз здесь прозвучит... Почему так долго? У меня ноги короче. Давай, беги быстрее. Уродство не оправдание. Вот будут у меня длинные ноги. Она должна быть коротконожкой. Косоглазой, коротконожкой. В общем, они договариваются встретиться через месяц под мостом. Ну а на следующий день, на презентации нового айфона, который в будущем будет выглядеть как здоровая чернокожая женщина с басовитым голосом. И помните, не верьте никому, кто вешает лапшу, что бритье половых органов способствует гибели мандавошек. Телли провожает Шнобеля. Если вам сегодня исполнилось 16 лет, вы как никогда близки к преображению. А если не исполнилось, то вы еще пока чмо. Также в этом эпизоде впервые упоминается тот самый дым. Они сбежали в общину дыма. Да, вчера. Не думала, что они рискнут. Не думаю, что они добрались. Дыма не существует. Правда, их разговор звучит так буднично, как будто они обсуждают, у кого козявки вкуснее. Дэвид принял их лично. Опасный Дэвид. Мятежный Дэвид. Ну да, он 2 метра ростом и ходит по воде. Следующий же месяц проходит для Телли в томительном ожидании и игноре со стороны Пэриса, что она даже решает спалить хату. Ну а на самом деле она так обманывает систему. Типа она лежит в постели, и как же она, сука, горяча. А еще она оставляет кольцо, в котором трекер, чтобы незаметно улизнуть навстречу с Пэрисом под мостом. То есть Телли одновременно в 3 местах. Физически под мостом, а для системы в постели с ебейшей температурой и на подоконнике без пульса. В общем, Пэрис, естественно, навстречу не приходит. Видимо, не хочет пропустить ежедневный салют. Тогда Телли, накастовав канат, я правда не могу понять, что она сделала, взбирается на мост и нехитрым способом попадает на тот берег, где нет охраны, а красавцы отрываются как в первый и последний раз. А на кой хрен с такими-то технологиями вообще нужны какие-то там операции? О, у этих ребят вечеринка в стиле спартанцев. Или гачимучи, тут сложно определить. Короче, побродив по месту ничуть не лучше Кировки в ночное время, Телли таки находит Николая Пэриса, по внешнему виду которого можно прийти к выводу, что если Рим основали Ромул и Рем, то этот город детище братьев Богдановых. Но разговор у былых друзей не клеится. Но здесь все иначе. Я даже не знаю, о чем с тобой разговаривать. Ты же не знаешь, что такое филлеры, подтяжка, ботокс. Тебе еще нет 16. Также выясняется, что он избавился от памятного шрама. И в целом стал такой пафосный и холодный, как будто познал прелесть вдыхания своих газов. Вдруг Телли считывают, и ей приходится текать. Что она успешно делает. Ведь тут есть вот такие жилеты, благодаря которым падение с любой высоты всего лишь экстремальная забава. Блин, фильмы, чего мелочиться, давай сразу так.
И вот Телли уже под мостом, старается не спалиться. Это я. Слабый кишечник. Но несмотря на мои попытки помочь, спасает Телли откуда ни возьмись появившаяся азиаточка на ховерборде, как зеленый гоблин, мать его. В этом мире вообще есть хоть что-нибудь, чему не получится завидовать? Я как-то больше привык, что подростковые антиутопии – это мрак, тлен, безнадега, отличные прически и отсутствие финала из-за плохих сборов. Девчонки же становятся подругами, потому что они обе те еще оторвы, хулиганки и бунтарки. А ты, оказывается, крутая. Крутая? Ты обхитрила охрану. Типичный вторник. Пойдешь на кухню? Она заперта. И что? Он ворует пищу. Точно. Почему мы раньше не дружили? И обнеся кухню ночью, на следующий день они прогуливают занятия в пользу покатушек на ховерборде. А мы не идем на урок. У них там вообще никакой системы надзора, что ли, нет? Такое ощущение, что ты хоть воруй, убивай, еби гусей, тебя все равно отправят на операцию, чтобы ты стал лучшей версией себя. Ладно, первый урок полетов на ховерборде проходит так себе. Второй уже лучше, ну а на третьем Телли летает как Тони Хоук. Но одними лишь досками их общение не ограничивается. Еще Шей делится с Телли запрещенкой. Это что? Книга? Ну как запрещенкой? Вся опасность книг ограничивается этим переглядыванием. И никому за чтение пулю в лоб не пустят. Вообще, всем как будто бы насрать. Подожди, ты Телли? Да. Правда, что ты спрыгнула с гарбу? А правда, что ты российский стендапер? Ну и естественно, начитавшись того, как какой-то мужик жил в хижине у пруда, Телли становится податлива на еще более рисковые авантюры, связанные с этим загадочным дымом. Может, я ушла бы в дым. Ты что-то знаешь? Через 2 часа в Гринбелте. Особенно после таких вот разговоров. Может, дублировать левую часть лица? Правая мне не нравится. Симметрия переоценена. Нет, симметрия говорит о здоровье. Доказано Шреком. Какой у тебя ник? Хочу посмотреть. Я удалила аккаунт. Меня там нет. Как? Почему? Трата времени. Знаешь, я с недавних пор тоже волевой. Удалил свою страницу во ВКонтакте после того, как там убрали безопасный поиск. Ну и в общем, вот они уже где-то за городом. Туда нельзя! Пограничные вышки обнаружили Не нас. бойся, мне не впервой. Что ты делаешь? Повесь кольцо на ветку. Пусть думают, что у нас пикник. Или что вы болтаетесь на дереве. Я думаю, там всем насрать. Но доска не полетит. Зона полетов ограничена. Доска магнитная. В воде металл, минералы. Просто не отлетает от реки. Это гениально, правда? Да. Окей, а как ты тогда здесь летала? Сценарист фольгу подстелил? Ладно, в общем, спуск по реке проходит успешно. Уверен, как пройдет и подъем обратно. Они оказываются в руинах города Ржавых. Ржавые — это в смысле мы с вами, жители прошлого. Там Шей уговаривает Телли свалить в дым, куда она сама и намылилась. Слушай, дым — это другой мир. Совсем иная жизнь. Никто не судит тебя по внешности. Главное — внутри. Мне нравится читать книги, иметь хобби. Красивые этим не занимаются. То есть все красивые тупые, а главное... Они выращивают еду. Я слышала, пахнет она чудесно. Шей! Хорошее мясо, отличная еда, и жизнь у нас не беда. Но Телли не готова расстаться со своей мечтой. Никаких подборов лица и голоса Мне комнат. все это очень нравится. И каждый из них остается собой. Потому что навязанные стандарты красоты – это ложь. Хочу, чтобы меня заметили. Я замечаю. Ведь важнее внимание не всех, а только тех, кому ты дорог. И вот это вот все. И вроде бы база, кроме того, что все красивые и тупые, но сиськи бы тебе не помешали. В общем, отдав Телли какую-то записку, Здесь указание. Код поймешь только ты. Шай улетает на ответное пламя. По прошествии же 2 месяцев Телли обламывают с операцией и привозят на ковер с новым айфоном, ну или правильнее с мисс Самец. А если совсем правильно, то... Я доктор Кейбл. Я из будущего, а ты идешь нахер и не мешаешь. Шей пропала. Она 2 месяца не возвращается с пикника, на который вы ушли вдвоем. Нам показалось это подозрительным. Ужасная новость. Наверное, решили отдохнуть подольше. Но Телли делает вид, что ничего не знает, даже когда приборы фиксируют ее ложь. У тебя либо гвоздь в ботинке, либо ты тужишься. У меня тут сплошные всплески. Что ж, отправим тебя назад к уродцам. Может, что-то вспомнишь? И вот она опять в общаге, впитывает насмешки. Смотри, Телли, она вернулась. Навеки вечные.
Правда, это ненадолго, ведь ночью к ней в окно влезает Пэрис. Они прижали меня из-за шеи. Похоже, не видать мне операции, пока не сдам ее. Просто скажи им правду. Какую правду? Ты о чем? И откуда ты вообще знаешь, о чем она? У вас это что ли в новостях показывали? Между залпами салюта. Короче, он совсем не подозрительно ее убалтывает. Поэтому на следующий день Телли опять в кабинете Кейбл. В фильме же между двумя этими аудиенциями проходит 1,5 минуты, как будто Телли в туалет отходила подумать. Кейбл предлагает ей найти дым и внедриться в их ряды, ведь они плохие и разрабатывают оружие против города. Короче, делов-то еще на 1,5 минуты хронометража, что недалеко от правды. Ведь Телли будет искать дым, следуя коду, который представляет из себя такие вот подсказки. По горе лети, что-то плоское найди. И она решает, что нужно лететь по горке, пока она внезапно не кончится. А плоская – это рельсы, от падения на которые ее спасают нарукавники. Эти штуки что-то вроде... Защищают от падения. Которые, правда, не всегда срабатывают. И в чем, собственно, тогда прикол жилетов? Может быть, у них еще есть гаджеты, предохраняющие от ударов мизинцем или наступания на кубик лего? В этом мире вообще можно хоть как-то травмироваться, кроме как морально? Ладно, далее по коду. К стене отвесной прислонись. Вниз не смотри, не торопись. Да, карабкаться по отвесной скале, при виде которой даже горный козел сделал бы так. Но нам уже дали понять, что Телли... Альпинистка моя, скалолазка моя. Тем не менее, это все цветочки, ведь дальше... Море бушует, а ты лети. Ничего не бойся, все впереди. Просто какая-то полоса без препятствий для суицидника. Хотя в этом мире нереально же разбиться. Вот и в этот раз, как Аладдина коврик, Телли спасает ховерборд. Ну и, наконец... В белом море полежи, дым найдет тебя в ночи. Да опять какая-то неочевидная подсказка. Что лизать? Кому лизать? Вот и Телли сдается и решает просто поваляться. А ночью вся эта красота начинает гореть. Но нашу героиню из пламени вызволяет сам Дэвид. Кто ты? Я Дэвид. Да, по-моему, тоже он какой-то невнушительный. В общем, Дэвид сканирует Телли на предмет жучков, и я сейчас не про мандавошек. И почему-то его сканер игнорирует кулон. Тем временем, какая неожиданность, Кейбл хвалит Пэриса за то, что он уговорил свою подругу. Он же, в свою очередь, говорит, что при виде Телли у него снова проснулись чувства, как будто он Кристиан Бейл, забывший выпить таблетку. И его засовывают в хамам, чтобы сделать из него еще более особенного человека. Это и есть дым? Аванпост. До дыма еще день пути. Новички не попадают сразу в дым. Почему? Они проходят проверку. Там Телли встречает свою подругу, которая очень удивлена ее приходу. На самом деле шанс добраться сюда одной почти нулевой. Я тебе ту записку чисто по приколу дала, пранкануть решила, я от балды все написала. Еще никто не добирался в одиночку. Никто. Не вызывает подозрения? Конечно, да. Но если она смогла в одиночку, она нам нужна. Меня больше удивляет то, что здесь эта пышечка. Я сроду не поверю, что она прошла этот же путь, в одиночку или нет. Вы ее краном подымали, что ли? После же неудачных попыток уговорить Шей вернуться в город, Телли решает остаться на пару деньков. И уже на следующий день участвует в операции по поджогу орхидей. Ведь орхидеи на самом деле не благо, а зло. Видишь границу цветочного поля? Раньше все было зеленым. А по-моему, дальше просто Мордор. К слову, да, летают они на вертолете, работающем на солнечной энергии, которую он улавливает через лопасти. Сменили топливо на солнечный свет. Идеально для того, чтобы устроить пожар. А чё, удобно, лопасти крутятся, энергия мутится. И это мое максимально научное объяснение. А огнемет, видимо, на метане работает. Ну и в общем, летают они, жгут, как вдруг появляются разведчики. И как бы пускай себе бегают, но внизу лысый с планшетом дает инфу со спутников. Чё за нах? Почему это надо делать, находясь внизу? Дэвид начинает снижаться, Шей не пристегнута, поэтому падает. Телли спускается за ней, и они обе задыхаются к чертям собачьим. А нет, отбившись от чуваков, прибежавших сюда из фильма «Трон», они успешно улетают. А с лысым-то чё? Интересно, как разведчики нашли нас? А, он уже здесь? Тогда что это вообще было, блять? Телли же после такого геройства становится своя в доску, и ее берут с собой в дым. А вот и дым. Идем. Жизнь здесь сложнее городской. Мы сами выращиваем еду. Ты удивишься, насколько она вкуснее, когда ты вырастила ее сама. Работают абсолютно все. Даже старики. Здесь не используют деньги. Мы обмениваемся всем.
В смысле вы обмениваетесь? С кем? У вас же община, каждый работает на ее благо. У вас тут буквально коммунизм или что-то типа того, я не разбираюсь. А вы уже бартер придумали, тупые малолетки. Ты еще похвастайся, что у вас нету микрокредитных организаций. Ну и место у вас, конечно, беспалевное, как и прошлое, впрочем. Учитывая, что даже у вас есть такие штуки. А уж что говорить, когда они работают в связке с этими гравицапами. Телли, прибыв в дым, сразу начинает свою шпионскую деятельность. Ищет оружие, расспрашивает про оружие. А что насчет оружия? Теоретически это возможно, но это не в нашем духе. Но все тщетно. И постепенно проникается этим местом и этой жизнью. Ведь Дэвид такой крутой оратор. Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние. О чем вы говорите? Чуткий, внимательный тренер по стрельбе из арбалета. Хорошо. Ветер. А еще, заметив у Телли мозоли, он дарит ей свои перчатки. А это что-то да значит. Здесь вещи имеют иную ценность, Телли. Он сам их сделал, а не достал из шкафа. Ты ему нравишься. Ну и, наконец, у него такая совсем не уродская спина. А как известно, мужская спина производит впечатление на девушек. И не только спина, с чем у Дэвида тоже все в порядке. Иначе он бы не носил такую прозрачную кофточку. Но это не главное, наверное. Скорее всего, будем надеяться. Ведь когда Телли уже напрямую у Дэвида спрашивает про оружие... Говорят, у вас есть оружие, и вы хотите уничтожить город. Он знакомит ее со своими родителями, которые когда-то работали пластическими хирургами в городе и обнаружили, что при операции красавцам повреждали определенную область мозга, из-за чего... Наступает отупение, все становится безразлично. Мышление затуманено, и приходит ложное чувство счастья. Делалось это целенаправленно. Чтобы контролировать. Ну знаете, эти ежедневные контролируемые вечеринки. Я просто правда не понял, зачем нужен какой-то там контроль в контексте происходящего в фильме. Родители же сбежали, основали эту общину и нашли, как лечить повреждения мозга. Но для лекарства нужен еще один компонент, который находится в городской лаборатории. Ну и в общем Телли отказывается от идеи помогать Кейбл и все осознает. Я совершила много плохого. Я неверно представляла жизнь. Я думаю, причина в моем уродстве. А, нет, ни хрена она не осознала. Нет, твои действия, твои мысли, твои... В этом твоя красота. После таких слов ночь они проводят в палатке Дэвида. Валетом, естественно, она же несовершеннолетняя. А утро встречают под рев двигателей и крики соплеменников. И после непродолжительных побегушек, во время которых нам демонстрируют бесполезность всех ловушек дымовцев, ультраметросексуалы пленяют лесных уродцев. Всех, кроме этих двоих, так хорошо спрятавшихся за корытом. Где он? Твой сын, главный мятежник. Он пытается разрушить наш мир. Где он? Боюсь, что она так же, как и ты, не знает, что он прячется за корытом в 10 метрах от вас. Из-за ее незнания Кейбл приказывает Пэрису, который теперь совсем безвольный болванчик, убить деда. Эти двое тут же себя раскрывают. Бабка сует Дэвиду в поясную сумку лекарства, а Телли, немного покричав, убегает. С помощью бензина, откуда у них, блять, бензин, взрывает одного красавца, а второму засаживает болт из арбалета. Все не зря училась. Дэвид тоже убегает, а Кейбл такая: сама вернется ко мне. А как же Дэвид? Он же... Вы же... Плохиши улетают, а дым наконец-то становится похож на дым. И Дэвид такой: что ты задумал? Я убью Аву Пейдж. Дэвид, ты не знаешь этот город, а я знаю. Твоя мама сейчас в здании, которое я видела изнутри. Я даже знаю, как туда попасть. И они отправляются в город на вертолете. Видимо, их не пугает перспектива вступить в воздушный бой с такой фигней. Ну а дальше случается уж совсем конкретная сценарная импотенция. Телли находит тех ребят, которым Шей давала книгу, и они такие: говорят, дым разрушен. Мы с Энн зажгли костер в руинах ржавых 2 дня назад. Никто не пришел. Дыма не существует. А она такая: Дэвид. Surprise, motherfucker. И они такие: ты не настоящий. Мне страшно. Ого, Дэвид тот самый? Да, это я. А Телли такая: Саси, прошу, дай мне свое кольцо. Соберите как можно больше людей. Отвлекайте внимание. Готовы? Хорошо. Да. Устроим бунт. Это ваш день. Дым навсегда. Напишите на небе. И они такие: ахахаха, устроим революцию, взъебем систему. А уже в следующем кадре на небе появляется горящая надпись, от которой даже Бэтмен в ахуе. Пользуясь моментом, эти двое проникают в обитель зла.
Я даже знаю, как туда попасть. Интересно, когда она успела узнать про этот способ? Классные штучки, красиво. Ага, а у вас они откуда? Телли с помощью кольца, взятого у уродины, пытается открыть дверь в административном здании. И не может. Удивительно, как же так? Его что ли не в Мордоре выковали? Это что ли не кольцо от всех дверей? А я не понял, что вы делаете? Дав звезды единственному охраннику, они освобождают пленных. Где Шей? Где она? На операции. Тогда Телли такая: Я знаю, вы мне совсем не доверяете, но мы должны спасти Шей, есть идея. И они бегут спасать подругу, которая уже ультра-бимба-секси-шмекси вдувать не перевдувать. Сиськи, жопа. Глаза. Какие нахрен глаза? И вообще, а ну съеб резко дикари чумазые. Ты, по-моему, перепутал. Ой, действительно, что-то я не туда воюю. Приходит Пэрис, приходит Кейбл. Шалды-балды, занимайте места в хамамах. Свобода мысли, как раковая опухоль. Позволь людям сделать собственный выбор, и они уничтожат мир. Спасение в отсутствии выбора. Человечеством нужно управлять. А, вон оно чё. Ну ладно. Начинается подготовка к операции, как вдруг... Нет, появляется Лысый на вертолете, который, видимо, был припаркован в соседних кустах, а гравицапы отвлекают уродцы на ховербордах и даже сбивают их, сталкивая между собой. Просто феерия, идиотии. Лысый начинает поливать из огнемета. Пэрис такой: Кейбл: о, капсулы лопаются, пленники снова свободны, Шей цела и невредима. Впервые вижу снайпера с огнеметом. И да, это все похоже был план Телли. Мамаша хватает недостающий компонент. Они выходят на крышу, а там Пэрис один. Ну просто он очень крутой, нам не понять, чего только его ногти стоят. Телли пытается с ним поговорить, но Дэвид триггерится на этот жест и нападает на Пэриса. Раз на раз он, естественно, не вывозит. И это ему еще везет, что Пэрис не пускает в ход свои когти. В мужскую невербальную беседу вмешивается Телли, и ее лучший друг повисает над пропастью. Подтягиваться суперсильного универсального солдата никто не научил. И по вине каких-то гастарбайтеров, фигово сделавших облицовку, он падает вниз. Но для грусти нет причин, ведь мы знаем, как падают люди в этом фильме. Они покидают город и прилетают на руины. Ребята, оно у нас вещество для лекарства. Значит, мы сможем изменить Шей? Но Шей не хочет меняться. Она хоть теперь и тупая, но не дура. Нельзя проводить лечебный эксперимент без согласия пациента. Тогда Телли вызывается стать подопытным кроликом. Пусть изменит меня, а потом вы измените меня обратно. Конечно, ведь это будет так же просто. Как эти в пизду, младенца. Не жаль, ты был прав насчет меня. Я ошибся. Признаю. Спасибо. Уровень диалогов: 6-я обитель зла. Крис, взгляни на меня. Ты считаешь себя главным, но ты не главный, так что все. Я ошибался. Убей меня. Ну и тут прилетают гравицапы. Телли такая: Я Телли Янгланд! Я хочу стать красоткой! Фейд-ин, фейд-аут, и она уже красотка, проживающая в каком-то невъебенном пентхаусе, соответствующим видом из окна. И даже с такого ракурса шишка начинает дымиться от вида края ее сиськи. Но Телли сохранила шрам. Интересно, как ей это удалось в таком положении? Ну а главное, вот это вот все было зря, просто поприкалывались, кто-то умер и забыли, один хрен всех красивыми сделают. Ну и конец в общем. И как я понял, книга, а точнее цикл книг, по которым снят этот фильм, основываются на книгах Генри Дэвида Торо, одна из книг которого фигурирует в фильме, а другая упоминается. Лучше гражданское неповиновение, еще интереснее. Я думаю, в его книгах эти идеи раскрыты лучше, шире, глубже, выше, быстрее, чем в этом фильме, который вряд ли хоть кого-то сможет убедить, что жить в лесу в палатке лучше, чем бесплатные пластические операции, вечеринки, вот такие вот апарты и ежедневные салюты. Да одних салютов уже достаточно, чтобы послать лес с палаткой куда подальше. В целом же фильм безгранично наивен, нелепен и скуден на детали. Тут даже говорить не о чем, и вряд ли мы увидим продолжение, где лор будет раскрыт больше. У меня же на этом все. Всем спасибо за внимание. И знаете, вы все красавцы. Особенно если подписались на мой телеграм-канал, Бусти и Твич. Ссылки есть в описании и в закрепленном комментарии. Пока-пока.